Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые пожелания. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Для кого ты как магнит, кого и какие энергии ты притягиваешь. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, воспринимаем как совет, а не как руководство к действию. Не забываем, расклады общие. А вы, только вы творец своего счастья. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, красотка. Муза, яркая, харизматичная, райская птичка. Женщина, которая в мужчинах вызывает взрыв эмоций, да? Желание быть лучшим. Умеете вдохновлять, наполненно энергетически, поддерживаете в людях оптимизм. Может быть, элементарно можете поддержать словом, делом, да? Какая вы. По этим картам у меня показано сочетание очень заботливое, внимательное, ласковая супруга, мамочка хорошая очень. Для вас важно очень мой дом, моя крепость, да, уют, гармонию создавать. Но, честно говоря, каким это вам трудом дается, какими усилиями, уставшая, красивая женщина, но очень устала. Элементарно даже в этом доме, для которым, по идее, вы должны наполняться энергией, да, восполнять вот эту, восполнять эту энергию. Как будто бы сейчас вы не можете в полной мере тут расслабиться, успокоиться, наполниться, да, силами. По вот этой карте мне идет женщина, истощение. В каком плане? Энергетически. Тут сразу это карта женщины, которая энергетически наполнена, сама по себе такая, да, может быть, много этой энергии вы и раздаете, отдаете. У кого-то близким, у кого-то вообще, в принципе, делитесь этой энергией. Ну, тут вот мне показано элементарно, кому-то нужно режим сна соблюдать, отдых какой-то, может быть, здоровье подправить. У кого-то тут прям трещит по швам здоровье. А кому-то слишком много на себя взвалили. Элементарно. Для чего? Почему? Потому что заботитесь о близких, потому что хотели бы, может быть, для своих самых близких лучшего чего-то. При этом где-то наплевательски даже на себя. Как бы относитесь к себе наплевательски, к своему здоровью, девочки. Тут истощение уже. Тут вот этой вот энергии уже так как-то. Не буду говорить, что прям на пределе, но проблемы есть. Так, компас. Давайте посмотрим дальше. Не могу понять. Как будто бы за вами какие-то хитрые лисы следят. Может, даже пытаются, кстати, манипулировать вами, а вы ведетесь, извините за жаргонизм, но на это. И вследствие этого вы как теряете ресурсы. Может быть, свои ресурсы, свое время, здоровье отдаете людям, которые могут хитрить, манипулировать. Ну, даже близкие так могут себя вести, да, вот это из той же серии, когда пресловутые эти рассказы про мам, у которых гипертонический кризис, да, перед этим они там вовсю скачут на огородах, там где-то бегают по магазинам, выясняют отношения, а тут надо проманипулировать дочерью, и сразу давление падает, или наоборот поднимается. Ну, у кого-то действительно проблемы, но я и не хочу это все как бы в одну кучу, но собирать. Ну, тут вот я пример просто привела. Я не говорю, что у вас такая мама там или какие-то родственники у вас такие, но тут могут люди, тут 100% какие-то люди пытаются хитрить и манипулировать. При этом, повторюсь, вы то ли этого не замечаете, то ли предпочитаете не замечать. Угу. А им выгодно вести себя так. То есть вы почему-то даете ту реакцию, которая им выгодна. Для вас это невыгодно. Вы выгораете, вы устаете, вы
как будто бы тут на пределе уже собственных сил. Повторюсь, кому-то элементарно хотелось бы, чтобы их оставили все в покое. Дайте мне спокойно подышать. Дайте мне вообще побыть наедине с самой собой. Восполнить эту потерю этой энергии. Так, что за лист? Ну вот показано мне вот какие-то люди, которые умеют и умело используют какое-то вот влияние на вас. Вот как будто бы, как это говорят, до струн вашей души могут достучаться. Тут душевные муки, вот как бы доступны. Они могут надавить где-то на жалость, на сострадание, на чувство долга ваше. И при этом говорят, что тут подмена понятий. Тут не настолько люди... Может быть, вы, как вам сказать, не то, что там в вас нуждаются, не настолько им нужна помощь, тут уже вам нужна помощь, скорее, дабы от них защититься. Ну, как-то так. Тут освобождение. Тут как будто бы вы уже подустали от этого всего. Не знаю, такая странная сегодня сигнификация, но что показали, то показали. Как будто бы вот это изначально, вот какая вы привлекательная, талантливая, яркая женщина, которая может подчеркнуть свои тут какие-то достоинства, умела сделать акцентом, сочетание одежды какой-то, так вот себя презентовать. А опять-таки для многих мужчин архетип любовницы ухоженная, красивая девушка, женщина. Ну тут энергетически, особенно энергетика такая манкая, яркая. Но вот это, судя по вот этой всей картинке, вы эту энергетику тут расплескали уже до предела. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, для кого вы как магнит, кого и какие энергии притягиваете, да? Для кого вы как магнит? На данном этапе, вот прямо сейчас, когда вы смотрите этот расклад, через неделю может быть совершенно другая вы, и других людей вы будете притягивать. Кого и какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Так, кого какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого какие энергии притягиваете? Может, какую-то закономерность мы увидим в этом всем, да? Проследим, проанализируем. Для кого вы как магнит? Кого и какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого и какие энергии притягиваете? Вот прям захотелось мне еще эротических взять. Да, добавить эротики в вашу жизнь. Для кого вы как магнит, кого какие энергии притягиваете? Для кого вы как магнит, кого какие энергии притягиваете? Смотрим. Для кого же вы как магнит? Дан-дан-дан-дан-дан. Угу. Угу. Вы тут прям мне идете как идейный вдохновитель, женщина, которая... Я даже не могу сказать, что это прям вы... Ну, не буду прям льстить и говорить вы своим примером, своей жизнью. Как будто людей вдохновляете на какие-то свершения. Тут скорее, ну, не этим. Тут скорее вы знаете, чем вдохновляете. Вы умеете вовремя найти то самое слово, поддержать. У вас все-таки вот есть вот эти вот задатки психолога, у кого-то тут прям конкретно таланты. Опять-таки, вы притягиваете людей, которые сейчас находятся, знаете, как в кризисе в каком-то.
Но при этом 100% пообщаясь с вами, я вам хочу сказать, эти люди с этого кризиса выходят, и у них новый рост, развитие, переход на новый уровень. Вот как-то так даже. Тут, девочки, ну у вас есть вот этот талант какой-то, ну правда, если род деятельности связан там поддерживать, с тем, что вы там поддерживаете людей, вдохновляете их, направляете. Вот тут как будто бы это прям ваш талант такой. Ну вот на данном этапе это так. Так, для кого вы как магнит? У вас, кстати, юмор, что-то тут такое есть, чувство, какой-то юмор специфический такой. Позволяет это людям, может быть, даже с какими-то трудностями легче справляться. Я вам, кстати, хочу сказать, может быть, даже вы довольно самокритичны и можете как-то так даже про себя с иронией говорить. Может, даже каких-то очень серьезных вещах, даже, как вам сказать, серьезных, даже, может быть, у кого-то страшных, трагических, каких-то вещах вы можете так сказать, так это все преподнести. Благодаря этому вы даже человека можете как вытягивать из какого-то как болота. Опять-таки, как вот давать надежду человеку. Тут силу как-то возвращаете людям. Вот тут такой, как будто бы можете подчеркнуть, вот увидеть в человеке что-то действительно такое, какое-то его индивидуальность, как будто бы вы поддерживаете в нем, может быть, даже желание жить, желание, может быть, себя где-то реализовать в чем-то новом. Девочки, тут так интересно. Как будто бы вы прям наделены, у вас, может быть, вот такими талантами. Может быть, миссия у вас такая прям. Как заставлять людей по-другому посмотреть на какие-то события, которые в их жизни происходят. Ну, вот так вот. Благодаря вам даже как-то у людей рождаются новые какие-то, может быть, ну, не знаю, у кого-то там идеи, а тут рождаются как будто бы новые пути для выхода из каких-то очень непростых ситуаций. Но опять-таки, у кого-то действительно своим примером. Может, вы, повторюсь, вовремя найдете какое-то слово, и вот человеку плохо, реально он находится там на краю, а вы пример приведете не обязательно из своей жизни, а может какого-то там знакомого, близкого. И человек проанализирует, да, вот свою ситуацию, с той ситуацией, о которой вы там рассказываете, там у кого-то случилось. И это правда, как его перезагрузит, дает ему шансы. Какие вы молодцы тут. Так, для кого вы как магнит? Ну вот как будто бы вот на вас даже смотрят, опираются на ваше мнение, прислушиваются. Оно необычное, вот какое-то такое вот. Даже где-то нестандартное. Угу. Вообще мне показано, вот вы как магнит для людей, которые сейчас находятся, я уже сказала, в состоянии тут кризиса. У кого-то, вот видите, девушка сидит на жердочке. Это неустойчивое положение. Это в принципе, когда человек не знает, что с ним будет завтра, неуверенность в завтрашнем дне. Это может быть связано объективно с какими-то событиями в его жизни, может быть со здоровьем, да, связано с его. Ну, как будто бы невозможно реализовать то, что хочет человек. Повторюсь, человек какой-то тут в таком раздрае, страхи карта, страхи перед будущим, перед новым. Может, человек даже не готов идти в это новое. Нет у него сил и смелости как бы открывать двери в это что-то новое. А тут как-то вот мне показано, вот как будто вы вдохновляете людей, как будто трансформация какая-то. Может быть, элементарно даже снимаете градус вот этого напряжения, вот если правильно так сказать, да, повторюсь, где-то своим юмором, где-то примером, ничего страшного, прорвемся, типа такого. Ой, ничего, я тоже там накосячила, у меня тоже бывают проблемы в жизни. Ну, что, прошли, прорвались, и хуже было. И не из такого мы выходили победителем. Как будто бы вот такое что-то, вот, ну, это я в общем вам говорю.
И это все приводит к чему? К тому, что люди, которые с вами общаются, взаимодействуют, тут у них налаживается, как будто, повторюсь, как будто сила появляется. И карта деньги новая. Может, в новое идут, и в новом, ну, тут уверенность, и в заработке. Вот тут как-то так. И по факту из этого состояния отшельничества, где, может быть, люди долгое время пребывают, этот отшельник такой в Манаре не очень он хороший. Тут, видите, человек воет на Луну, как будто бы чувствует себя где-то потерянным, никому не нужным. Человек, который, ну, как отшельник, как какой-то оборотень, да, где-то инаковость, где-то неприятие этого мира, где-то разочарование вообще в окружении. Так вот, человек вот благодаря общению с вами, вот вы магнит для таких людей. Вы заставляете этого человека, может быть, опять-таки поверить в то, что все возможно, и он может. И тут вот это вы по высшему суду, тут как будто бы перерождение происходит, и человек, до него доходит, что все, мы выходим из этого какого-то состояния тягостного, мы идем дальше, мы развиваемся, мы вообще переросли всю эту ситуацию, мы слишком долго в ней находились. Как бы люди могут выходить из худших ситуаций, и я могу. Вот тут вот так вот. Ну и отчасти тут вот эта карта юмор мне говорит о том, что вы можете это все как-то так преподнести, и человеку не настолько это болезненно, и как будто бы даже где-то, повторюсь, вот этот градус напряжения, может, тревожности какой-то снимается. Как будто бы вы так как ласково где-то как мамочка говорите: мы хороший, ничего страшного, ты сможешь, ты справишься. Но это между строк как-то звучит. И людей это поддерживает. Ну, вот такие люди вот к вам тянутся, которые вот видят вас, эту опору. Мне так идет. Так, кого и какие энергии вы притягиваете? Давайте дальше смотрим, да? Вот сейчас, на данном этапе, на данный момент, в данный момент. Ну, у меня тут картина какого-то спасателя, как бы там ни было, и психолога карманного. Да, проигрывается. Ну, хорошо, если вы кайфуете от этого и не тратите слишком много энергии, и для себя что-нибудь оставляете, для своих самых близких. Так, и так. Кого и какие энергии вы притягиваете? Ух ты! А тут как раз прямо ответ на этот вопрос. Кого и какие энергии вы притягиваете? Вот этим своим радушным, прекрасным отношением токсичных павлинов, да? Угу. Принцесс, женщин каких-то. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем рассматривать, кого и какие энергии вы притягиваете. Кого, какие энергии притягиваете. Почему-то мне показано, есть люди, которые носят маски, тут, которые, ну, как карнавал, тут люди в масках, и они взаимодействуют с вами, скажем так, приходят в вашу жизнь, и под этими масками они скрывают, может быть, свои истинные какие-то цели. Это о чем? О том, что вы, может быть, смотрите на них и воспринимаете их как людей, с которыми вам долго, надолго, по пути, по судьбе, да, вот тут судьба, взаимодействие. И вы, может быть, на них какие-то даже возлагаете надежды, ну, привязываетесь к этим людям, опять-таки вкладываете свою энергию, силу в общение с ними. А на самом деле по этой карте карнавал, тут как будто бы вам говорят между строк: не нужно вам делать ставку на них. Вы их не очень хорошо знаете, этих людей. Вот как будто бы тут какая-то есть подмена понятий. Опять-таки, почему-то так. При этом, кого какие энергии вы притягиваете? Вот тут мне показано токсичных павлинов, девочки. Люди, которые себя ставят на первое место, свои потребности закрывают где-то за счет вас. При этом вы у меня идете, опять-таки, как, так знаете, как наглядно, к павлинам энергетику свою, все, ресурсы сбрасываете, а сама по себе, по карте принцесса, всем хороша. Но по этой карте привязка, девочки, это как, ну, видите, как свеча сгораете.
То есть где-то жертвите, где-то обесцениваете себя, а вам лишний раз говорят принцесса, сочетание лучших, прям лучших характеристик, как императрица, да, в классике, сочетание лучших характеристик королев. И с мозгами все в порядке, с интеллектом, и внешне привлекательная, и навыки, способности, таланты, все присутствует. Ну зачем себя обесценивать? Зачем вот кого-то, не себя ставить на пьедестал, а кого-то? Тут как будто бы прям можете влюбляться в каких-то тут павлинов, те, которые распускают свои перышки, те, которые, ну опять-таки, люблю себя, да, в искусстве. Так, кого какие энергии притягиваешь? Ну, тут вот мне тут хочется прочитать карта бумеранг, алкоголь. Девочки, у кого-то это прям можно проиграться. Это, знаете, каких-то людей, опять-таки, вы можете им доверять, открываться. У кого-то весело проводить время, под алкоголем информация о себе какой-то делиться, такой, как предупреждение вам даже идет. Не делитесь той информацией, которую вы не хотите, чтобы потом она была использована против вас. Это может быть информация, там, даже не знаю, у кого-то тут про выбор там мужчины какого-то в вашей жизни, про ваши переживания. И это вам говорят, это вам возвращается бумерангом. Это какая-то информация, которую вы делитесь, открываете. Почему-то мне так. Вы как обманываетесь в этих людях. Вы слишком хорошо о них думаете. Эти люди могут вам, вот эти бумеранги вам прилетят. Ну, так мне идет. Так, желание... А движимы вы чем, как будто бы, ну, желание, искреннее желание вот, любить, быть любимой, окружать себя вот такими людьми. А вам говорят, тут как будто бы, то ли впереди паровоза вы бежите, да, хотите, или желаемое за действительное воспринимаете. Каких? И по факту потом как будто бы идет какая-то внутренняя борьба у вас. С одной стороны, вы к этим людям уже привязались, вы уже наделили их вроде бы какими-то качествами, которые они, может, в полной мере не обладают. Да, это не обязательно мужчины. Тут вы можете в людях, в принципе, видеть все хорошее, да, может быть, там, коллеги по работе, подруги. Как будто бы, а потом вот какая-то жестокая реальность на поверхность выходит, и вы потом с этим боретесь. То есть сами создаете изначально какие-то трудности себе, а потом их преодолеваете героически, да. Ну и победу вы одерживаете, да. Но при этом разбитые какие-то мечты, иллюзии, сердечко. Вот как-то так. Ну, какие энергии вы притягиваете. Я уже тут рассказала. Где-то потребителей притягиваете, где-то людей, с которыми лучше не делиться с какими-то секретами, потому что эти потом секреты против вас, ваши секреты прилетают как бумеранги, раскрываются, да, люди могут вами пытаться манипулировать. Опять-таки, почему-то люди в масках. Ну, в конце мне как будто бы вот эта карта, она мне, ну, как вам сказать, радует даже в чем-то, в том, что, может быть, вы сейчас, как, ну, если можно так сказать, на пути как выздоровления. Вы стараетесь где-то все-таки саму себя не предавать, вы где-то себя все-таки отстаиваете. И как бы вам болезненно, допустим, не было, да, открывать эти глазки и смотреть на ситуацию, той, которая она есть, то я бы хотела сказать по этой карте, женщина тут как будто бы делает выбор. Выбор в сторону чего? Вот это выражение «лучше никак, чем как-нибудь». То есть тут и в отношении партнеров лучше я никак, чем я буду там терпеть какое-то отношение неподобающее, да, токсичное со стороны партнера. Или, по крайней мере, вы уже анализируете и хотите это минимизировать, это какое-то такое негативное отношение. Если это рабочее взаимоотношение, опять, то ли ищете альтернативу, то ли пытаетесь рамочки, границы как-то отстоять уже. И вас по-другому, чуть-чуть, я вижу, уже по-другому вас и воспринимают. Вот так, вот такой у меня расклад сегодня, девочки. И да,
Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.